Гнусный обманщик. Началась беда в Ларедо. Всему виной был малыш Альяна. Свою привычку убивать людей ему следовало бы ограничить мексиканцами. Но малышу было за 20 лет. А на границе по Рио-Гранде в 20 лет неприлично числить за собой одних мексиканцев. Произошло это в игорном доме старого Хуста Вальдо. Играли в покер. И не все играющие были между собой друзьями, как это часто случается в местах, куда люди приезжают издалека ловить на лету счастье. Спор разгорелся из-за такого пустяка, как две дамы. И когда дым рассеялся, выяснилось, что малыш совершил неделикатный поступок, а его противник допустил промах. Мало того, что незадачливый дуэлянт не был мексиканцем, он происходил из знатной семьи, владевшей несколькими ранчо, был приблизительно одних лет с малышом и имел друзей и защитников. От того, что он дал промах, его пуля пролетела всего лишь в 1/16 дюйма от правого уха малыша. Поступок более меткого стрелка не стал деликатнее. Малыш, у которого по причине его репутации несколько сомнительный, даже для границы, не было ни свиты, ни друзей, ни приспешников, а решил, что вполне совместимо с его неоспоримой храбростью произвести благоразумный маневр, известный под названием «дать стрекача». Мстители быстро собрались и пустились в погоню. Трое из них настигли его в нескольких шагах от станции железной дороги. Малыш оглянулся, зубы его обнажились в сверкающей, но не веселой улыбке, которая обычно предшествовала его наглым и жестоким поступкам, и преследователи отступили, прежде чем он успел хотя бы потянуться за револьвером. Впрочем, в последней схватке малыш не ощутил той мрачной жажды убийства, которая так часто побуждала его к бою. Это была чисто случайная ссора, вызванная картами и 2-3 неприемлемыми для джентльмена эпитетами, которыми обменялись противники. Малышу скорее даже нравился стройный, гордый, смуглый юноша, которого его пуля сразила в отсвете лет. И теперь ему больше не хотелось крови. Ему хотелось уйти подальше и выспаться где-нибудь на солнце, лежа в траве и закрыв лицо носовым платком. Даже мексиканец мог безнаказанно попасться ему на глаза, пока он был в таком настроении. Малыш, не скрываясь, сел в пассажирский поезд и 5 минут спустя уже ехал на север. Но в Уэббе, в нескольких милях дальше, где поезд остановился, чтобы принять пассажира, он решил отказаться от подобного способа бегства. Впереди были станции с телеграфом, а малыш недолюбливал электричество и пар. Он предпочитал седло и шпоры. Убитый им человек был ему незнаком. Но малыш знал, что он был из лагеря Коралитос на ранчо Хидальго. Он также знал, что ковбои с этого ранчо, если обидишь одного из них, мстят более свирепо, чем кровные враги в штате Кентукки. Поэтому с мудростью, свойственной многим великим воителям, малыш решил отделить себя от возмездия лагеря Коралитос зарослями чапараля и кактусов, возможно, большей протяженности. Около станции была лавка, а около лавки среди вязов и мескитовых кустов стояли верховые лошади покупателей. Лошади большей частью лениво дремали, опустив головы. Только одна из них, длинноногая, караковая, с лебединой шеей, храпела и рыла землю копытом. Малыш вскочил на нее, сжал ее коленями и слегка тронул хозяйской плеткой. Если убийство дерзкого партнера несколько омрачило репутацию малыша как благонадежного гражданина, то этот последний поступок покрыл его черным плащом бесчестия. На границе по Рио-Гранде, если вы отнимаете у человека жизнь,
Вы иногда отнимаете безделицу, но когда вы отнимаете у него лошадь, то это потеря, от которой он действительно становится беднее и которая вас не обогатит, если вы будете пойманы. Теперь для малыша возврата не было. Сидя на горячем караковом коне, он был относительно спокоен. Он проскакал галопом 5 миль, потом перешел на ровную рысь, любимый аллюр равнинных жителей, и повернул на северо-восток по направлению к реке Нуэссес. Он хорошо знал эту местность. Извилистые глухие тропы в бесконечных зарослях колючего кустарника и кактусов, лагери и одинокие ранчо, где можно найти безопасный приют. Малыш все время держал путь на восток. Он никогда не видел океана, и ему пришла в голову мысль потрепать по гриве Мексиканский залив, шаловливого же ребенка великой водной шире. Таким образом, через 3 дня он стоял на берегу в Корпус-Кристи и смотрел на легкую зыбь спокойного моря. Капитан Бун со шхуны Непоседа стоял у своей шлюпки, качавшейся у самого берега под охраной матроса. Он уже совсем собрался отчалить, как вдруг обнаружил, что забыл захватить необходимую принадлежность своего обихода — прессованный табак. Одного из матросов послали за этим забытым грузом. Капитан в ожидании его расхаживал по песку, дожевывая остатки своего карманного запаса. К воде спустился стройный мускулистый юноша в сапогах с высокими каблуками. Лицо его было лицом юноши, но преждевременная суровость свидетельствовала об опытности мужчины. Цвет лица смугло от природы, стал от загара и ветра кофейно-коричневым. Волосы у него были черные, прямые, как у индейца. Его лицо еще не знало унижения бритвы. Глаза были холодные, синие. Левый локоть его был неплотно прижат к телу, потому что блюстители порядка в городе хмурятся на револьверы 45-го калибра с перламутровыми ручками, а для того, чтобы держать их под мышкой, за левой проймой жилета они немного велики. Он смотрел сквозь капитана Буна на залив с беспристрастным, непроницаемым спокойствием китайского императора. «Что, собираетесь купить залив, приятель?» — спросил капитан. Приключение с табаком, которое он чуть-чуть не забыл, настроило его на саркастический лад. «Ну зачем же?» — мягко ответил малыш. «Вряд ли. Я его никогда раньше не видел. Я просто смотрю на него. А вы не собираетесь ли его продать?» «Только не в этот рейс», — сказал капитан. «Я вышлю его вам наложенным платежом, когда вернусь в Буэнос-Тьеррас. Вон он, идиот. Точно на лебедке тянется, этот лентяй со жвачкой. Я уже час как должен был сняться с якоря». «Это ваш корабль?» — спросил малыш. «Мой», — ответил капитан, — «если вам угодно именовать шхуну кораблем, а мне угодно врать. Только правильнее было бы сказать, что это шхуна Миллера и Гонсалеса, а перед вами просто-напросто старый Сэмюэл Бун, шкипер». «Куда вы направляетесь?» — спросил беглец. «В Буэнос-Тьеррас, на берегу Южной Америки. Я забыл, как называлась эта страна, когда я был там в последний раз. Груз, строевой лес, листовое железо и ножи для сахарного тростника». «Что это за страна?» — спросил малыш. «Жаркая или холодная?» «Тепловатая, любезный», — ответил капитан. «Но настоящий потерянный рай в рассуждении пейзажа и красот и вообще географии. Каждое утро у вас будет нежное пение красных птиц с 7 лиловыми хвостами и шелест ветерка в цветах и розах. Жители этой страны никогда не работают, там можно, не вставая с кровати, протянуть руку и набрать целую корзину отборных тепличных фруктов. Там нет воскресений, нет счетов за лед, нет квартирной платы,
Нет беспокойства, нет смысла, вообще ничего нет. Это великая страна для человека, который хочет лечь спать и подождать, пока ему что-нибудь подвернется. Бананы, апельсины, ураганы, ананасы, которые вы едите, все идет оттуда. «Это мне нравится», — сказал малыш, выказывая, наконец, какой-то интерес к разговору. «Сколько шкур вы с меня сдерете, чтобы отвезти меня туда?» $24, — отвечал капитан Бун. «Еда и доставка. Каюта 2 класса, 1 класса нет». «Я еду с вами», — сказал малыш, вытаскивая кошелек оленей кожи. Когда он выехал в Ларедо проветриться, у него было с собой $300. Дуэль Увальда прервала его увеселительный сезон, но сберегла ему почти $200 для бегства, которому она же его и вынудила. «Ладно, любезный», — сказал капитан, — «надеюсь, что ваша маменька не осудит меня за эти ваши проделки». Он жестом подозвал одного из своих матросов. «Санчес перенесет вас в лодку, не то промочите ноги». Теккер, консул Соединенных Штатов Буэнос-Тиеррас, еще не был пьян. Было только 11 часов, а желанного блаженства, того состояния, в котором он начинал петь слезливые арии из старых опереток и швырять в своего визжащего попугая банановой кожурой, он обычно достигал лишь часам 3-4. Поэтому, когда он, услышав легкое покашливание, высунулся из гамака и увидел малыша, стоящего в дверях консульского дома, он еще смог проявить гостеприимство и вежливость, подобающие представителю великой державы. «Не беспокойтесь, любезно», — сказал малыш. «Я на минутку. Мне сказали, что здесь принято наведываться к вам, прежде чем пускаться гулять по городу. Я только что прибыл пароходом из Техаса». «Рад вас видеть, мистер», — сказал консул. Малыш засмеялся. «Спрэг Дальтон», — сказал он. «Даже самому странно слышать. На Рио-Гранде меня звали малыш Ильяно». «Я Такер», — сказал консул. «Садитесь вот на тот тростниковый стул. Если вы приехали с целью помещения капитала, то вам нужен человек, который мог бы дать вам хороший совет. Этих черномазых нужно знать, не то они выжмут из вас все, вплоть до зубных пломб. Хотите сигару?» «Благодарю вас», — сказал малыш. «Я не могу прожить и минуты без маисовой соломы и моего кисета». Он вынул свои курительные принадлежности и свернул себе папиросу. «Здесь говорят по-испански», — сказал консул. «Вам необходим переводчик. Если я могу чем-нибудь быть вам полезен, я к вашим услугам. Если вы покупаете фруктовые плантации или хотите получить какую-нибудь концессию, вам понадобится человек, знающий здесь все ходы и выходы». «Я говорю по-испански», — сказал малыш, — «раз в 9 лучше, чем по-английски. Там, откуда я приехал, все говорят по-испански. А покупать я ничего не собираюсь». «Вы говорите по-испански?» — задумчиво сказал Такер. Он внимательно смотрел малыша. «Вы похожи на испанца», — продолжал он. «И вы из Техаса. И вам не больше 20 лет. От силы 21. Интересно, храбрый вы парень или нет? У вас есть в виду какое-нибудь дело?» С неожиданной проницательностью спросил техасец. «А вы примете предложение?» — спросил Такер. «Не стану отрицать», — отвечал малыш. «Я влип в маленькую неприятность. Мы повздорили там в Ларедо, и я прикончил белого. Ни одного мексиканца под рукой не оказалось. Я приехал в вашу попугайно-обезьянью страну только чтобы понюхать цветочки. Теперь поняли?» Такер встал и закрыл дверь. «Покажите мне вашу руку», — сказал он. Он взял левую руку малыша и тщательно осмотрел ее с тыльной стороны. «Выйдет», — взволнованно сказал он. «Кожа у вас крепкая, как дерево, и здоровая, как у младенца. Заживет в 1 неделю».
«Если вы хотите использовать меня для кулачного боя, — сказал малыш, — не торопитесь ставить на меня. Вот пострелять — это я согласен. Но драться голыми руками, как кумушки за чаем, — это не для меня». «Дело гораздо проще, — сказал Такер. Подойдите сюда, пожалуйста». Он указал через окно на двухэтажный белый дом с широкими галереями, выделявшиеся среди темно-зеленой тропической листвы на лесистом холме, от логова, поднимавшегося от берега моря. «В этом доме, — сказал Такер, — знатный кастильский джентльмен. Его супруга жаждут заключить вас в объятия и наполнить ваши карманы деньгами. Там живет старый Сантос Урике. Ему принадлежит половина золотых приисков во всей стране. «Вы, случайно, не объелись белины?» — спросил малыш. «Присядьте, — сказал Такер. Я вам объясню. 12 лет назад они потеряли ребенка. Нет, он не умер, хотя большая часть детей здесь умирают, пьют сырую воду. Ему было всего 8 лет, но это был настоящий чертенок. Здесь все это знают. Какие-то американцы, приехавшие сюда искать золото, имели письма к сеньору Урике, и они очень много возились с мальчиком. Они забили ему голову рассказами о Штатах, и приблизительно через месяц после их отъезда малыш исчез. Предполагали, что он забрался в трюм на корабле, груженном бананами, и удрал в Новый Орлеан. Рассказывали, что его потом будто бы видели раз в Техасе, но больше никто о нем ничего не слышал. Старый Урике истратил $1000 на его розыски. Больше всего убивалась мать. Мальчик был для нее всем. Она до сих пор носит траур. Но она, говорят, все еще верит, что он когда-нибудь к ней вернется. На левой руке у мальчика был вытатуирован летящий орел, несущий в когтях копье. Это герб старого Урике, или что-то в этом роде, что он унаследовал еще в Испании. Малыш медленно поднял свою левую руку и с любопытством посмотрел на нее. «Вот именно», — сказал Такер, вытаскивая из-за письменного стола бутылку контрабандного виски. «Вы довольно догадливый. Я могу это сделать. Недаром я был консулом в Сандакане. Через неделю этот орел с палкой так въестся в вашу руку, как будто вы с ним и родились. Я привез с собой набор иголок и тушь. Я был уверен, что вы когда-нибудь появитесь у меня, мистер Дальтон». «Ах, черт!» — перебил его малыш. «Ведь я, кажется, сообщил вам, как меня зовут. Ну ладно, пусть будет малыш. Все равно ненадолго. А как вам нравится сеньорито Урике, а? Недурно звучит для разнообразия». «Не помню, чтобы я когда-нибудь играл роль сына», — сказал малыш. «Если у меня и были родители, то они отправились на тот свет примерно тогда же, когда я в первый раз запищал. В чем же состоит ваш план?» Такер, прислоняясь к стене, поднял свой стакан и посмотрел его на свет. «Теперь, — сказал он, — мы дошли до вопроса о том, желаете ли вы принять участие в этом дельце, и как далеко вы согласны зайти». «Я объяснил вам, как я попал сюда», — просто ответил малыш. «Ответ хорош», — сказал консул, — «но на этот раз вам не придется заходить так далеко. Мой план заключается в следующем. После того, как я вытатуирую на вашей руке эту торговую марку, я уведомлю старого Урике. А пока что расскажу вам все, что мне удалось узнать из их семейной хроники, чтобы вам обдумать темы для разговора. Наружность у вас подходящая, вы говорите по-испански
Вам известны все факты, вы можете рассказать о Техасе, татуировка на месте. Когда я извещу их, что законный наследник вернулся и хочет знать, будет ли он принят и прощен, что тогда произойдет? Они примчатся сюда и бросятся вам на шею. Занавес опускается, зрители идут закусить и прогуляться по фойе. «Вы договариваете», — сказал малыш. «Я только недавно расседлал своего коня в вашем лагере, приятель, и раньше встречать вас мне не приходилось. Но если вы предлагаете удовольствоваться родительским благословением, я, видно, здорово в вас ошибся». «Благодарю вас», — сказал консул. «Я давно не встречал человека, который так хорошо следил бы за ходом моей мысли. Все остальное очень просто. Если они примут вас ненадолго, это будет вполне достаточно. Не давайте только им времени разыскивать родимое пятно на вашем левом плече. Старый Урике всегда держит у себя в доме от 50 до 100 тысяч долларов в маленьком сейфе, который легко можно открыть с помощью крючка для ботинок. Достаньте эти деньги. Половина пойдет мне за татуировку. Мы поделим добычу, сядем на какой-нибудь бродячий пароход и укатим в Рио-де-Жанейро. А Соединенные Штаты пусть провалятся в тартарары, если они не могут обойтись без моих услуг. Что скажете, сеньор?» «Это мне нравится», — сказал малыш, кивнув головой. «Я согласен». «Значит, по рукам», — сказал Такер. «Вам придется посидеть взаперти, пока я буду наводить на вас орла. Вы можете жить здесь, в задней комнате. Я сам себе готовлю, и я обеспечу вас всеми удобствами, какие разрешает мне мое скаридное правительство». Теккер назначил срок в 1 неделю. Но прошло 2 недели, прежде чем рисунок, который он так терпеливо накалывал на руке малыша, удовлетворил его. Тогда Теккер позвал мальчишку и отправил своей намеченной жертве следующее письмо. «Уважаемый сэр, разрешите мне сообщить вам, что в моем доме находится в качестве гостя молодой человек, прибывший несколько дней тому назад в Буэнос-Тиарес из Соединенных Штатов. Не желая возбуждать надежд, которые могут не оправдаться, я все же имею некоторые основания предполагать, что это ваш давно потерянный сын. Может быть, вам следовало бы приехать, повидать его? Если это действительно ваш сын, то мне кажется, что он намерен был вернуться домой. Но когда он прибыл сюда, у него не хватило на это смелости, поскольку он не знал, как будет принят. Ваш покорный слуга Томпсон Теккер». Через полчаса, что для Буэнос-Тиарес очень скоро, старинное ландо сеньора Урике подъехало к дому консула. Босоногий кучер громко подгонял и настегивал пару жирных неуклюжих лошадей. Высокий мужчина с седыми усами вышел из экипажа и помог сойти даме, одетой в глубокий траур. Оба поспешно вошли в дом, где Теккер встретил их самым изысканным дипломатическим поклоном. У письменного стола стоял стройный молодой человек с правильными чертами загорелого лица и гладко зачесанными черными волосами. Сеньора Урике порывистым движением откинула свою густую вуаль. Она была уже не молода. Ее волосы начинали серебриться, но полная представительная фигура и свежая еще кожа с оливковым отливом сохраняли следы красоты, свойственной женщинам провинции Басков. Когда же вам удавалось заглянуть ей в глаза и прочесть безнадежную грусть, затаившуюся в их глубоких тенях, вам становилось ясно, что эта женщина живет только воспоминаниями. Она посмотрела на молодого человека долгим взглядом, полным мучительного вопроса. Затем она отвела свои большие темные глаза от его лица
и взор ее остановился на его левой руке. И тут с глухим рыданием, которое словно потрясло всю комнату, она воскликнула: «Сын мой!» и прижала малыша Льяно к сердцу. Месяц спустя малыш по вызову Теккера пришел в консульство. Он стал настоящим испанским кабальеро. Костюм его был явно американского производства. И ювелиры недаром потратили на малыша свои труды. Более чем солидный бриллиант сверкал на его пальцы, когда он скручивал себе папиросу. «Как дела?» — спросил Теккер. «Да никак», — спокойно ответил малыш. «Сегодня я в первый раз ел жаркое из игуаны. Это такие большие ящерицы, знаете? Но я нахожу, что мексиканские бобы со свининой немногим хуже. Вы любите жаркое из игуаны, Теккер?» «Нет. И других гадов тоже не люблю», — сказал Теккер. Было 3 часа дня, и через час ему предстояло достигнуть высшей точки блаженства. «Пора бы вам заняться делом, сынок», — продолжал он, и выражение его покрасневшего лица не сулило ничего хорошего. «Вы нечестно со мной поступаете. Вы уже 4-ю неделю играете в блудного сына, и могли бы, если бы только пожелали, каждый день получать жирного тельца на золотом блюде. Что же, мистер Малыш, по-вашему, благородно оставлять меня так долго на диете из рожков? В чем дело? Разве вашим сыновьим глазам не попадалось в Касабланка ничего похожего на деньги? Не говорите мне, что вы их не видели. Все знают, где старый Урике держит свои деньги, и притом в американских долларах. Никаких других он не признает. Ну так как же? Только не вздумайте опять ответить «никак». «Ну, конечно», — сказал малыш, любуясь своим бриллиантом. «Денег там много. Хоть я и не особенно силен в арифметике, но могу смело сказать, что в этой жестяной коробке, которую мой приемный отец называет своим сейфом, не меньше 50 тысяч долларов. Притом он иногда дает мне ключ от нее, показывая этим, что он верит, что я его настоящий маленький Франциско, некогда отбившийся от стада». «Так чего же вы ждете?» — сердито воскликнул Теккер. «Не забывайте, что я могу в любой день разоблачить вас. Стоит только слово сказать. Если старый Урике узнает, что вы самозванец, что с вами будет, как вы думаете?» «О, вы еще не знаете этой страны, мистер Малыш из Техаса. Здешние законы, что твои горчишники. Вас распластают, как лягушку, и всыпят вам по 50 ударов на каждом углу площади. Да так, чтобы измочалить об вас все палки. То, что от вас после этого останется, бросят аллигатором». «Могу, пожалуй, сообщить вам, приятель», — сказал малыш, поудобнее располагаясь в шезлонге, «что никаких перемен не предвидится. Мне и так неплохо». «То есть как это?» — спросил Теккер, стукнув дном стакана по письменному столу. «Ваша затея отменяется», — сказал малыш. «И когда бы вы не имели удовольствия разговаривать со мной, называйте меня, пожалуйста, Дон Франциско Урике. Обещаю вам, что на это обращение я отвечу. Деньги полковника Урике мы не тронем. Его маленький жестяной сейф в такой же безопасности, как сейф с часовым механизмом в Первом национальном банке Ларедо». «Так вы решили меня обойти?» — сказал консул. «Совершенно верно», — весело отвечал малыш. «Решил обойти вас. А теперь я объясню вам, почему. В первый же вечер, который я провел в доме полковника, меня отвели в спальню. Никаких одеял на полу. Настоящая комната с настоящей кроватью и прочими фокусами. И не успел еще я заснуть, как входит моя мнимая мать
и поправляет на мне одеяло. «Панчита», — говорит она, — «мой маленький потерянный мальчик, Богу угодно было вернуть тебя мне. Я вечно буду благословлять его имя». Так она сказала или еще какую чепуху в этом роде. И мне на нос упала капля дождя. Я этого не могу забыть, мистер Текер. Так оно и пошло. И так оно и должно остаться. Не думайте, что я так говорю, потому что это мне выгодно. Если у вас есть такие мысли, оставьте их при себе. Я маловато имел дела с женщинами, да и матерей у меня было не так уж много. Но эту даму мы должны дурачить до конца. Один раз она это пережила, второй раз ей не вынести. Я большой негодяй, и, может быть, дьявол, а не Бог, послал меня на эту дорогу. Но я пойду по ней до конца. И не забудьте, пожалуйста, когда будете упоминать обо мне, что я Дон Франциско Урике. Я сегодня же открою всю правду. Я всем скажу, кто ты такой гнусный предатель, задыхаясь, сказал Текер. Малыш встал, спокойно взял Текера за горло своей стальной рукой и медленно задвинул его в угол. Потом он вытащил из-под левой руки 45-калиберный револьвер с перламутровой ручкой и приставил холодное дуло к рту консула. «Я рассказал вам, как попал сюда», — сказал он своей прежней леденящей улыбкой. «Если я уеду отсюда, причиной тому будете вы. Не забывайте об этом, приятель». «Ну, как меня зовут?» Дон Франсиско Урике», — с трудом выговорил Текер. За окном послышался стук колес, крики кучера и резкий звук ударов деревянным кнутовищем по спинам жирных лошадей. Малыш спрятал револьвер и пошел к двери. Но он вернулся, снова подошел к дрожащему Текеру и протянул к нему свою левую руку. «Есть еще одна причина», — медленно произнес он. «Почему все должно остаться как есть? У того малого, которого я убил в Ларедо, на левой руке был такой же рисунок». Старинное ландо Дона Сантоса Урике с грохотом подкатило к дому. Кучер перестал орать. Сеньора Урике в пышном нарядном платье из белых кружев с развивающимися лентами высунулась из экипажа, ее большие ласковые глаза сияли счастьем. «Ты здесь, сынок!» — окликнула она певучим кастильским голосом. «Я здесь, моя мамочка!» — ответил молодой Франциско Урике.